Какие мысли посещают вас, когда ваш любимый блогер сворачивает свою деятельность надолго? Наверное, о том, что он такой негодяй в крае обленился или просаживает огромное состояние, доставшееся ему от продажи рекламы на канале. Но нет, конкретно этот блогер работал и получал необходимые знания в компьютерной области, чтобы ты, мой любимый подписчик, был доволен все более возрастающей планкой контента моего детища. Ну а теперь привет, ты на канале Помойного Лиса, начинаем! Первое, что попалось в этот раз, такая материнка на M3 Plus сокете от компании MSI с 4-ядерным атлоном второго поколения на борту. Да, последнее время и такое собираю. Куплена была за 500 рублей вместе с процом. Накидываем недостающую комплектуху и врубаем. У нас есть посткоды и право полагать, что на экране появится изображение, которое полностью оправдывается. Незамедлительно грузимся в систему, чтобы проверить стабильность матери. Открываем диспетчер устройств и видим, что нам немного не хватает драйверов, на чем забиваем болт, считая мать полностью рабочей и переходим к следующей находке. И дальше у нас подобное предыдущей кака на 760-м чипсете с оторванной SATA. Рассказывать тут нечего. Ставим процесс предыдущей платы, подключаем и запускаем. А вот фиг, реакции на кнопку включения нет вообще никакой. Ну и бог с ней, не работает и ладно. Куплена была за 300 рублей. А дальше у нас жопа камень. О да, как же давно у нас его не было. Перед вашими глазами экземпляр на A61 чипсете, который может похвастаться ничем. Стоковый 1155 сокет. Единственное, что мне нравится в сроках на 1155 сокет, это то, что есть отверстие под 775 охлаждение, что позволяет сэкономить иногда на охладе. Быстренько собираем стенд и видим при включении БП, что у нас не горит дежурка. Что ж, врубаем, и да, у нас есть запуск, но изображение на экране так и не появилось. Куплена была за 300 рублей. Берем следующую железку, а это у нас Z77 чипсет, какая прелесть, жаль, что MSI. На ней был сильно погнут сокет, да и валялась она в куче с платами вопреки всем правилам хранения. Ты что, дурак, блядь? Но тем не менее, теперь выглядит удобоваримо. Магией быстрой перемотки собираем стенд и врубаем, и черт возьми, да, оно запустилось. Перебирает посткоды и выдает окошко, где нам предлагают явиться в BIOS, чтобы настроить время и выбрать загрузочный носитель. Но я еблан и забыл подключить клавиатуру, поэтому гашу сборку и запускаю с уже подключенной клавой. После подготовки система грузится, а мы зайдем в диспетчер устройств, чтобы убедиться в исключительной работоспособности нашей материночки. Мать работает, куплена была за 500 рублей. А следом у нас богоподобная P8Z77V с великолепным набором интерфейсов в отличном состоянии. Включаем мать, наблюдаем посткоды и запуск, да. В появившемся окне нажимаем F1, попадаем в BIOS, из-под которого грузимся в систему, которая не будь промах запускается на столь шикарной для помоек матери. Диспетчер устройств, видим неустановленные драйверы на контроллер SATA, на что спокойно кладем болт, считаем мать рабочей. Куплена была за 1500 рублей. А дальше у нас всегда желанный мной любимый 1150 сокет под процесс Haswell, а точнее P85 чипсет в исполнении Gigabyte. Мать выглядит неплохо. Вставляю свой тестовый Celeron, который я когда-то купил за 3К. За кадром решил проверить слоты и обратил внимание, что в первом слоте есть небольшой неконтакт. Ну ничего, поставим память другое гнездо. Врубаем мать, запуск есть изображение. И, что не менее важно, boot в систему. Стандартный чек ДУ и гасим плату. Куплено за 1000 рублей. Смотрим, что было дальше. А дальше, друзья, вот такой конфиг. Мать топчик, ничего не скажешь. Есть даже mSATA. Но что насчет процессора? Собираем стенд и запускаем плату. Есть запуск и сразу пошла загрузка системы. Видимо, батарейка не успела сесть, выкинули недавно. Заходим в сведения о системе и видим здесь очень приятный 4-ядерный i5-3470. Запустим аитку для просмотра сведений о материнке и проце. Затем идем в ДУ, видим, что все ровно, и выключаем мать. Настолько не могу поверить в то, что мать полностью рабочая, что забиваю все слоты оперативкой и пробую включать снова. И видим, что даже все слоты памяти работают превосходно, на чем гасим платку. Куплено все это удовольствие было за 1500 вечно деревянных. А теперь рассмотрим кейс с материнками, который не получится проверить в этот раз. Есть такой вот 1150 сокет на H87 чипсете с абсолютно убитым сокетом. Не очень видно на камеру, но часть пинов просто сломана, чего я не заметил на приемке. Придется отложить на запчасти. Замена сокета на таких платах нецелесообразна. Куплена была за 500 рублей. В довесок дали 775-ю платформу с процом, даже каким-то на борту.
но у нее, увы, оторвано питание проца. Нужно будет перепаять и проверить. Плата так-то квада держать должна и Xeon. И есть сегодня еще такая зверюга. Редкая не то, что на приемках, даже на Авито, но у нее есть дефекты, конечно, которые можно относительно легко и дешево устранить. Очень радует, что сокет практически в идеальном состоянии, запачкан лишь немного термопастой. Купил эту мать за 500 рублей. Если починю, себе оставлю, такое не продают. Поскольку мне лень собирать тестовый стенд для проверки видюх, воспользуюсь рабочей платформой из числа самих находок. А теперь берем в руки маленькую какашечку под названием R7-240 на 1 гиг DDR3 памяти. Да, вставляем видюху в слот PCI и врубаем сборочку. Посткоды есть, изображение тоже. О, кто это там? Бутимся в систему и видим, что необходимости в установке дров нет, поэтому запускаем GPU-Z и смотрим умопомрачительные характеристики этого куска текстолита с пропеллером. Тест Furmark показывает после прохождения в среднем 4 кадра на Full HD и подозрительно ровный график температуры. Ну что ж, видюха пребывает в добром здравии и откладывается на полочку про запас. Куплена за 200 рублей. А следующий гость нашей околоинтеллектуальной передачи — это 210 GeForce с залипшим кулером. Ну что ж, подключаем и врубаем. Изображение есть, но нет дров. Ставим, дрова есть. Открываем GPU-Z, наблюдаем позорные характеристики, особенно по шине. Также обратил внимание, что она в простой греется как тварь, а фурмарком мы ее просто убьем без кулера, поэтому врубаю сборку. Карта работает, куплена за 200 рублей. Next карта чуть меньшее говно относительно предыдущих, но ушла недалеко. Подключаем и врубаем. Запуск есть, дров нет, ставим. Разрешение выставилось и работает так, как должно быть. В GPU-Z видим характеристики того, на чем можно будет, наверное, поиграть в танке. В фурмарке видим средние 7 кадров и 57 градусов максимальной температуры ГПУ. 200 рублей. В руках держу кирпичеподобный, но зато очень красивый пережиток 2009 года, а именно GTX 260. Остается только подключить и освидетельствовать ее на наличие жизни. Видюшка стартует и выдает изображение без присущих ей артефактов. И даже запускается в систему. Ставим дровишки, чекаем GPU-Z, в котором видим чудовищно широченную шину. Видюха в пресете 720p выдает 20 кадров, что, как по мне, слабовато. Спустя немного времени температура улетела в космос, а БП запищал дросселями. Однако тест прошел успешно, видюха работает, 300 рублей. Следующая карта — это GTX 560 Ti на 2 ГБ от компании Polit. Давно не попадались карты такого уровня. Проверим. Карта включилась, но изображения нет, увы. Может удастся починить, но далеко не факт, конечно. 500 рублей. И самая крутая карта на сегодня — это такой вот Asus GTX 760 на 2 ГБ DDR5 памяти. Выяснилось, что у нее отваливается панель кулеров, но это ни в коем случае не помешает нам ее проверить. После нажатия кнопки включения мы видим, что кулеры крутятся и изображение на мониторе также присутствует. Результатом стала установка драйверов, которая завершилась успешно. В GPU-Z характеристики типичные для 760-го чипа, поэтому сразу переходим к тесту Furmark. В нем у нас уверенные 40 кадров. Жаловаться грех, карта работает отлично, несмотря на убитый корпус. 500 рублей. Нерабочая видюха сегодня у нас лишь одна. Не посмотрел внимательно на приемки на этот радик. Текстолит пробит. Работать точно не будет. 300 рублей на нее потрачено. Есть у нас еще кучка БП, но они все не работают, не хочу растягивать ими хронометраж. Стоит отметить, что попалось аж 2 БП с номиналом выше 800 Вт, что прекрасно. 300 рублей за штуку их взял. Наконец-то есть память, но пострадавшая от штукатурки или побелки. Короче, вот от этой вот белой фигни. Придется отмывать. Увы, не проверить никак. Зато есть две чистые плашки на 2 ГБ, прод-затычка на 1155 сокет, плашка памяти для ноута DDR3 на 4 ГБ. И последний этап с жесткими дисками, ребят, которые я обыграю в этот раз. Скучно смотреть, как происходит инициализация диска, поэтому расскажу в 2 словах про каждый из них. Этот хард не определяется системой вообще, Toshiba полностью живая, тыровый VD Black тоже полностью жив и пребывает в добром здравии. 640 гигов VD-шка не определяется, тыровый Seagate тоже не определяется, негодяй. Toshiba и это живая, что подозрительно. А вот эта вот VD-шка лишилась разъема еще на приемке, и я взял и не заметил, тоже в нерабочий уходит. Тыровый VD работает отлично, без нареканий.
1,5 ВД Грин немного загрустил по нестабильным секторам, а жаль, вид у него около идеальный. А тыровая Барракуда загрустила еще сильнее ВД. Харды куплены по 300 рублей штука. Вот, собственно, и все. Спасибо всем тем, кто досмотрел ролик до этого момента, где сообщу, что я открываю сбор пожертвований для нужд канала. Ваш вклад может начинаться от 1 рубля. В описании я оставлю номер карты, куда можно будет скинуть донат. Не забудьте написать свое имя или ник, а всех пожертвовавших я упомяну в начале следующего ролика. Ну а теперь всем спасибо, с вами был Помойный Лис, всем пока.